Всем привет! С вами Дмитрий, и вы на канале Дмитрий Day Tutors. Сегодня мы продолжим работу по обработке мультяшного интерьера. В уроке я расскажу, как добавить эффекты свечения и совместить их с базовым изображением. В конце урока мы вкратце затронем такую тему, как цветокоррекция Vases. Все исходники для данного урока вы можете найти в описании ниже. Прежде всего, я бы хотел увеличить размеры подложек, сделать их шире. Это нужно для того, чтобы разместить внутри ноды цветокоррекции и фильтров. Смещаю основное дерево правее. Тем самым у нас остается много свободного места. Расширяем место подложки для группы Diffuse. Вот примерно так. Также смещаем ноду Merge правее. Следующим этапом будет поиск рендер-пассов с большим количеством шума, а также применение к ним денойзера. Рассмотрим первый пасс Diffuse Direct. Чуть прозумирую изображение, чтобы понимать ситуацию. Видно, что уровень шума минимальный. А вот пасс Diffuse Indirect, напротив, содержит много шума. Открываем реактор. В поиске достаточно ввести Denoise и в списке выбрать OIDN Denoiser. Давайте добавим ноду Denoiser. В настройках меняем фильтр на HDRI Light Map. С помощью инструмента Split Wipe делим viewport на две части. Влево будет оригинальное изображение, а справа с фильтром Denoiser. Вот так будет выглядеть сравнение. Давайте сравним, как будет выглядеть фильтр Ray Tracing с функцией HDR. Я снова вернусь к HDR Light Map. Рассмотрим следующий пасс. Diffuse Filter я пропускаю, так как шум здесь отсутствует. В пассе Reflection Direct также все неплохо. Следующий пасс, где нам потребуется Denoiser, это Reflection Indirect. Снова делим экран пополам. Расширяем подложку, чтобы разместить новые ноды, а также смещаем ноду Merge правее. Добавляем Denoiser. В настройках меняем фильтр на HDR Light Map и перетаскиваем ноду в правую часть. Слева у нас оригинальное изображение, а справа с денойзером. Пробуем переключить фильтр на Ray Tracing, а также включить HDR. Результат несколько другой. Видно, что на поверхности отражения получается более шумным за счет другого алгоритма обработки. Если честно, мне нравится предыдущий вариант, поэтому я оставлю HDR Light Map. К пассу Reflection Filter мы ничего не будем добавлять. У нас остался последний рендер-пасс, к которому нужно применить денойзер. Это рефракция. Снова расширяем подложку. Ноду Merge я смещаю чуть-чуть правее. Добавляем ноду денойзера с фильтром HDR Light Map. Теперь сравним результат. На данный момент я закончил работу с снижением уровня шума в пассах. Вот, например, в пассе просвечивания применение денойзера не требуется. Немного расширю размер подложки группы с объемным светом. Теперь я расскажу, как подготовить рендер-пассы для применения эффектов свечения. Хочу сразу сказать, нам потребуются не все пассы, а лишь те, в которых есть отражение, а также яркие световые пятна. Хорошим примером служит пасс Diffuse Direct. Здесь содержится информация только о направленном свете, все остальное черное. Вот эти участки мы будем использовать в качестве масок для применения свечения. Первое, что нужно сделать, это заменить прозрачный фон на черный. Сделать это можно следующим образом. Добавляем ноду с фоном.
меняем имя. Теперь смешиваем Pass Diffuse Direct с нодой фона. Так как я перетаскиваю линию от пасса, он будет расположен поверх фона. Смотрим, что у нас получилось. Сделаем то же самое для остальных пассов Reflection Direct и Reflection Indirect. Если к пассу применен денойзер, то используем его для смешивания с фоном. На данный момент у нас все готово. Я буду использовать Exponential Glow, который находится в реактор. Чтобы его установить, переходим в реактор и устанавливаем Exponential Glow. Выделяем ноду Merge с пассом Diffuse Direct и добавляем эффект свечения. Новую ноду сразу смещаю левее и смотрим, что у нас получилось. В ноде есть достаточный набор параметров для аккуратной настройки свечения. Я буду вносить изменения по 3 параметрам. Начну с Gain. Чем выше значение, тем ярче будет эффект. Как вы помните, из предыдущих уроков я рассказывал про методы оптимизации. Сейчас я использую автопрокси. И при изменении значений изображение сильно меняется, становится пиксельным. Из-за чего очень сложно подобрать параметры. Поэтому я изменю значение на 3, чтобы картинка не сильно портилась. Теперь поговорим о параметре фолов. По сути, это контраст свечения. Чем значение меньше, тем более мягким будет эффект. Параметр радиус устанавливает размер свечения. Теперь применим такой же эффект пассу Reflection Direct. Чем выше значение яркости пикселей, тем более ярким будет эффект свечения. Попробуем менять параметры и смотрим, что получается. У нас остался последний пасс, пожалуй, самый интересный в плане обработки. Добавим свечение к данному пассу и посмотрим, что получится. Чтобы свечение сделать более аккуратным, я попробую изменить его с помощью ноды цветокоррекции Color Corrector. Основные параметры, которые я буду использовать, это Gain, Gamma, Contrast и Saturation. Да, насыщенность необходимо ослабить, чтобы свечение не было слишком цветным, ярким. В идеале пасс должен получиться едва видимым. Снова пробую настроить свечение. Обратите внимание на то, как меняется форма и яркость свечения после цветокоррекции. После настроек эффектов я покажу, как будут выглядеть остальные кадры. В некоторых из них нам потребуются новые настройки, и в будущих уроках я покажу, как это сделать. Снова вернемся к первому кадру. Выделяю подложку с объемным светом и смещаю ниже. Здесь я планирую разместить ноду Merge с эффектами свечения. Копирую ноду Merge и размещаю ее ниже. В настройках меняю параметр Alpha Gain на 0. В этом случае будет применен режим смешивания Add. Копирую ноды еще 2 раза. В итоге у нас получились 3 ноды Merge. Теперь напротив каждой ноды Merge мне нужно разместить эффект свечения. Обращаю ваше внимание, свечение будет расположено поверх фона. Это позволит менять его прозрачность. Совмещаем первый пасс Diffuse Direct. Все то же самое проделываем для остальных пассов. Выделив группу Node Merge, я переменю к ним подложку и сразу же изменю имя.
Итак, посмотрим, что у нас получилось. Есть один момент, о котором я бы хотел поговорить. Сейчас, когда мы добавляем эффекты свечения к основному дереву, мы повторно осветляем изображение. Происходит это из-за того, что в настройках мы оставляем эффект вместе с базовым рендер-пасом. Чтобы этого не происходило, в настройках включаем галочку «Effect Only». После этого получится только свечение, без рендер-паса. Делаю то же самое для остальных пасов. Еще раз сравним полученный результат. Если нажать на подложку и воспользоваться комбинацией клавиш Ctrl плюс P, можно отключить всю группу эффектов. Посмотрим остальные кадры. Конечно, они требуют дополнительной настройки. Снова вернемся к первому кадру. Теперь поговорим о цветокоррекции в Aces. Активирую ноду Osio, которая находится в самом конце дерева, и включаю ее. Отключаем LUT, чтобы не происходило наложение профилей. Дублирую ноду Osio и размещаю ее ниже. В первой ноде Osio я поменяю уже подготовленные настройки на следующие. Выбираю настройку номер 2, в которой происходит перевод изображения из Aces CG в Aces CC. После этого изображение станет очень плоским. В нижней ноде Osio я применю настройку 3. Здесь мы переводим изображение из Aces CC в sRGB. После этого изображение станет похожим на исходное. Теперь самое интересное. Сейчас с помощью ноды Color Corrector я попробую улучшить картинку. Ноду необходимо разместить между Osio 1 и 2. Чтобы сразу увидеть разницу до и после, сделаю следующее. Добавлю еще одну ноду Osio с настройкой 1. Разделю экран на две части. В правой части я размещу изображение с цветокоррекцией, а слева исходное. Основные параметры, которые я буду менять, это Gain и Gamma. Первый параметр добавляет яркости, а второй – контраста. Теперь поговорим о цвете. С помощью Strength я усиливаю смешивание красного цвета. Я начал с этого параметра, так как он позволяет настроить плотность воздействия. С помощью следующего параметра Tint я меняю цвет в сторону оранжевого. По завершению я бы хотел добавить контраста. Давайте сравним результат до и после. Сейчас изображение выглядит намного интереснее. Также я хочу посмотреть, как будут выглядеть остальные кадры. Видно, что они требуют доработки. Но об этом я расскажу в новых уроках. Благодарю вас за просмотр данного урока. Если у вас остались вопросы, пишите в комментариях видео, в чате Discord или Telegram-канале. Исходники к данному уроку вы можете найти в описании ниже. Подписывайтесь на канал. Удачи. Пока.